1985 году вышла книга Эрнеста Леви «Теория гармонии», которая вместе с более поздними интерпретациями музыкантов Стива Колмана и Джейкоба Коллера легла в основу новой концепции под названием «негативная гармония». Ее идея о том, что ноты, создающие музыкальные движения, можно отразить, получив противоположную по настроению гармонию, имели место в музыке давно. Но сначала я кратко перескажу эту книгу. Помимо базовых идей, некоторые можно назвать дискуссионными, некоторые, по моему мнению, незаслуженно оставлены без внимания. Я предупреждаю, в этом видео будет очень много негатива, но также в этом видео будет очень много гармонии, так что присаживайтесь, друзья, мы начинаем. Ключевые тезисы книги. Полярность. Все аккорды, все сочетания нот рассматриваются относительно мажорного трезвучия, и минорное трезвучие воспринимается как противоположное ему. Мажорный аккорд изначально образован первыми несколькими гармониками. У нас есть натуральные гармоники, вот так они звучат. Четные гармоники повторяют ноты гармоник в 2 раза меньших по номеру. Нечетные гармоники — это уникальные ноты, которые имеют свой собственный характер. Если развернуть мажорное трезвучие и сыграть все интервалы в противоположном направлении вниз, то мы получим чистое минорное трезвучие. Инверсия у нас именно хроматическая. Если посмотреть, в каком порядке расположены интервалы, терции, то мажорный аккорд образован 3 нотами, между которыми поочередно будут интервалы. От первой ноты, от тоники до следующей, до второй, интервал большая терция, и от второй ноты этого аккорда до третьей малая терция. Вместе в сумме они дают интервал квинту. Если сыграть их в обратную сторону, сначала большую терцию вниз и затем от нее малую терцию вниз, то мы получим ноты минорного трезвучия. Вместе с концепцией обертонов, идущих вверх и существующих в реальности, Леви вводит концепцию унтертонов, которых не существует в нашей реальности и которые идут вниз. Если трезвучие до мажор состоит из нот до, ми и соль, то отзеркалив эти ноты относительно ноты до, мы получим до, ля бемоль и фа. Это ноты трезвучия фа минор, не до минор. Вам не кажется странным это несоответствие? И вот откуда пошла эта идея полярности. Леви говорит, что этот аккорд можно воспринимать как аккорд от ноты до, только с интервалами, сыгранными сверху вниз, а не снизу вверх. Сейчас бы такой аккорд назвали до негативный мажор, но Леви дал название такому способу игры и наименование аккордов абсолютная концепция. Часть книги посвящена описанию гармонического звукоряда, но этот гармонический звукоряд отображается нашей системой лишь отчасти, до определенного момента, до определенной гармоники. Некоторых важных ее аспектов в нашей системе нет, и Леви говорит об этом. Один момент из книги, который, мне кажется, остался без внимания, это септима, раздел про септимы. Леви говорит, что в натуральном гармоническом звукоряде их существует как минимум 2 штуки. Одна из них гармоническая и вторая малая септима. Что же это такое? Гармоническая септима — это 7-я гармоника, и она не представлена в нашей 12-тоновой системе. Малая септима обозначается интервалом 9/5 между звуковыми частотами. Леви пишет, что гармоническая септима важна. Она появляется в одной и той же октаве вместе с терцией, является частью цельного аккорда, ее не хочется разрешить, в отличие от малой септимы, и она действительно придает красок и характеру аккорду. Леви также пишет, что существует 2 вида консонансов и диссонансов – физический и психологический. Я бы назвал их абсолютный и относительный, потому что в разных контекстах одни и те же аккорды могут восприниматься по-разному и иметь разные функции.
Еще один раздел в книге, не относящийся к негативной гармонии, назван Леви-Пифагорейская таблица. Это таблица разных гармоник, разных нот. Если мы возьмем ноту до, например, с одной конкретной определенной частотой, то она на самом деле может являться разными гармониками для других нот. Одна из других фундаментальных вещей, которые Леви затрагивает в книге, это концепция октавы. Он говорит, что очень важно, что существует само это деление. Частоты, кратные 2, численно очень разные, но мы воспринимаем их настолько похожими, что даем одинаковые названия. И весь спектр звуков можно низвести до одной октавы. Интересная, хоть и не новая мысль о том, что сложные аккорды можно воспринимать как составные. Например, вот этот аккорд может восприниматься как вот этот плюс вот такой. Другой пример. Возьмем малый минорный септаккорд от ноты ля. Его можно воспринимать как два интервала, как пару интервалов. Один это малая терция вверх от ноты ля, и второй это малая терция вниз от ноты соль. Это разложение структуры аккорда на компоненты. Я вообще удивлен, что из его книги все подчеркнули только аналогию с деревом, с обертонами, растущими вверх, и унтертонами, которые мы не видим, которые растут вниз под землю. Эта книга скорее про чистый строй и про нашу музыкальную систему. Про саму полярность мажор и минор в ней говорится не так много, а термин «негативная гармония» вообще не упоминается. Он был придуман позже Стивом Колманом. Также Леви пишет, что основой для музыкальных строев всегда будет чистая интонация, а не абстрактное деление на какое-то количество нот. Леви неоднократно повторяет, что музыка должна иметь субъективную ценность. Вернемся к негативной гармонии. Общая структура, кратко. У нас есть 12 нот, которые зацикливаются после завершения, повторяясь раз за разом. Их можно отобразить в виде круга. При этом существует два варианта того, как мы можем их отобразить. Первый хроматический, аналогично тому, как эти ноты расположены на инструменте. И второй это кварто-квинтовый. На нем расстояние между соседними нотами является квартой или квинтой в зависимости от того, в какую сторону мы идем. Ноты, вот название вот этих букв, можно воспринимать как отдельные ноты, как аккорды и как тональности. Мы составили круг из 12 нот, кварто-квинтовый круг и хроматический. Ноты аккорда до мажор, например, на нем будут выглядеть вот так. Можно ли как-то отразить ноты мажорного аккорда, чтобы при отражении получить аккорд от той же ноты, только минорный? Да, это возможно. Такая ось существует, и она находится посередине между тоникой и квинтой, или между большой терцией и малой терцией от тоники, чтобы эти ноты отразились друг в друга. И здесь нас ждет открытие, которое меня, например, невероятно поразило. Оси на обоих кругах совпадают. В половине случаев они совпадают даже по углу своего поворота. Половина нот на кварто-квинтовом круге и на хроматическом круге располагаются в одинаковых местах. Так получается, потому что расстояние между ними, тон, одинаковое на этих кругах. Это ноты до, ре, ми, фа диез или соль бемоль, ля бемоль и си бемоль. А остальные ноты, если сравнивать само их положение на циферблате круга, находятся на противоположных сторонах. Это пары нот: соль, ре бемоль, ля, ми бемоль, си и фа. Поэтому половина осей выглядят одинаковыми, а остальные находятся под углом 90 градусов друг к другу. Получается, что оси на кварто-квинтовом круге и на хроматическом круге располагаются либо аналогично друг другу, либо под углом 90 градусов друг к другу. Но в любом случае, всегда на обоих кругах можно найти соответствующие оси,
которые дают одинаковые результаты. Трезвучие до мажор, отраженный через ось на квартоквинтовом круге, дает тот же аккорд, что и отраженный через соответствующую ось на хроматическом круге. Чтобы до мажор отразить и получить до минор, нужна ось, которая на квартоквинтовом круге проходит между первой и пятой ступенями, то есть между нотами до и соль. И на хроматическом круге между нотами ми и ми бемоль. И тогда все ноты тональности до мажор отразятся в свои негативные варианты до минор. Ноты до и соль отразятся друг в друга, нота ми превратится в ноту ми бемоль. Сам набор нот изменился так, что теперь мы имеем тональность до минор. Но как будут вести себя другие аккорды этой тональности? По классическим правилам мы оставляем эту ось, берем другие аккорды из этой тональности, например, трезвучие соль мажор, и отражаем их. Ноты трезвучия соль отразятся и станут нотами трезвучия фа минор. И какая здесь логика? Отраженные аккорды должны выполнять, по идее, ту же функцию, что и изначальные аккорды, которые мы отражали. Аккорд соль мажор тяготеет в сторону аккорда до мажор, и точно так же, только с обратной стороны этого зеркала, тяготеет аккорд фа минор с точно такой же силой. Таким образом можно отразить все ноты и все аккорды тональности и получить противоположные им. И в каждой тональности есть свой конкретный поворот оси, вокруг которого можно отразить все 7 аккордов, и функционально они будут иметь свои противоположные варианты. Мажорные трезвучие и минорные меняются местами, уменьшенные остаются уменьшенными. С септаккордами немного другая ситуация. Если мы начнем отражать большой мажорный септаккорд от ноты до, состоящий из нот до, ми, соль и си, то первые ноты до, ми и соль станут нотами аккорда до минор. Нота си станет нотой ля бемоль. И какие ноты мы имеем в получившемся аккорде? Мы имеем ноты до, ми бемоль, соль и ля бемоль. Этот аккорд можно интерпретировать и называть двумя способами. Мы можем сказать, что это большой мажорный септаккорд от ноты ля бемоль. И это будет фактически правильно. Все ноты в нем действительно содержатся. Но ведь аккорд, который мы отражали, был от ноты до. Да, он был вместе с 7-й ступенью, но она не меняла главную ноту этого аккорда. Почему тогда теперь наша нота меняется? И вот вариант названия получившегося аккорда, который используется в негативной гармонии, будет такой. Это аккорд до минор с добавленной 6-й пониженной ступенью. Потому что нота ля бемоль в тональности до – это 6-я пониженная ступень. По логике негативной гармонии мы сохраняем привязку к исходной тонике трезвучия. Другой пример – это доминант септаккорд от ноты соль, который после отражения называют аккордом фа минор с добавленной натуральной 6-й ступенью. Основная закономерность, которую можно проследить во всей негативной гармонии. Движение вверх заменяется движением вниз. Мажор и минор меняются местами. Уменьшенные аккорды остаются уменьшенными. Большой мажорный септаккорд и малый минорный септаккорд тоже остаются собой. Доминант септаккорд и полууменьшенный септаккорд меняются местами между собой. Можно использовать аккорды справа из новой тональности в качестве негативной замены для соответствующих им аккордов из старой тональности слева. Это называется заимствование аккордов. Негативная гармония, как ее обычно понимают, это способ взглянуть на аккорды, заимствованные из одноименного минора, как на аккорды из обычного мажора, только отраженные, имеющие ту же функцию, но противоположное настроение. Негативная гармония использует одну основную тональность и одну противоположную ей, например, до мажор и до минор. Но тональностей существует не две. Тональностей 12 мажорных и еще столько же минорных. Что же будет, если взять другую ось или если начать ее вращать?
каждая ось даст свой уникальный результат, свой уникальный набор аккордов, но тем не менее он будет подчинен тем же правилам. Когда ось вращается, она как бы переключает тональности. По очереди соседние повороты соответствуют родственным друг другу тональностям для модуляции. Получается, что разные повороты оси – это разные степени негатива. Считается, что аккорды имеют своих двойников в негативной гармонии. Например, в тональности до мажор негативная версия аккорда соль мажор – это аккорд фа минор. Они тяготеют с одинаковой силой к нашему аккорду до, только в разных направлениях, из разных точек и с разным настроением. Но если развернуть ось, то аккорд соль будет преломляться под другим углом и станет аккордом, который тяготеет в другую сторону. Оси. Ось может указывать на ноты, а может указывать между ними. Принципиальных различий между этими поворотами нет. А вот что важно, это то, что каждая ось имеет два конца и переносит на одинаковое расстояние по паре нот. Это лучше всего видно в случаях, когда ноты находятся рядом с осью. Например, для тональностей до мажор и фа диез мажор, которые находятся на противоположных сторонах круга, в негативной гармонии работает одна и та же ось. Получается, что каждая ось переносит по две тональности на каждое расстояние. Всего осей 12. 6 осей указывают на ноты, и 6 осей указывают между нотами. Сначала может показаться логичным, и мне показалось, что другие повороты оси дадут другие лады относительно изначальной тоники. Например, если до минор – это эолийский лад, то соседние повороты оси дадут до фригийский и до дорийский. Но эти лады закончатся раньше, чем закончатся все повороты оси. Поэтому в итоге мне кажется логичнее воспринимать эти трансформации как модуляции. Фа минор, си бемоль минор и так далее. Я подготовил иллюстрации для этого видео, они имеют разделы. Классическая негативная гармония – это отражение для каждой из 12 тональностей. Раздел с осями. 12 иллюстраций для каждого поворота оси. Одиночные аккорды – это отражение от каждой оси, от всех осей, каждого мажорного трезвучия, минорного трезвучия и 3 типов септаккордов. Больших мажорных септаккордов, малых минорных септаккордов и доминант септаккордов. Он получился самым большим, но одновременно и самым наглядным. Диатонические аккорды. Отражение каждой тональности от каждой оси со всеми аккордами и их функциями. Разделы «Классическая негативная гармония» и «Диатонические аккорды» имеют следующую структуру. На каждой странице я показал 2 круга – квартоквинтовый и хроматический. Отобразил оси по очереди по одному повороту оси на каждую страницу. И далее в правой части страницы я разместил непосредственно саму информацию о том, что происходит при отражении аккордов тональности от данной оси. Есть столбцы с отражениями трезвучий, есть с отражениями септаккордов. Их же я записал в абстрактном виде римскими цифрами. Каждая цифра означает ступень мажорной тональности. Старый вот в этих столбцах и новый в столбцах правее. Заметьте, что римские цифры не меняются при смене тональностей. Если взять ноты любой тональности, например, до мажор, и отразить их от любой оси, то они отразятся и образуют собой одну из 12 тональностей. Другую или ту же самую. При этом аккорды от каждой из ступеней старой тональности всегда становятся конкретными, одними и теми же аккордами от каждой ступени в новой тональности. Это показано вот в этом столбце. Так как всего у нас 12 нот, а в гамме всего 7, то всегда будут ноты, которые при отражении либо остаются на месте, либо меняются местами, отражаясь друг в друга.
а остальные отзеркаливаются на противоположную сторону от оси. Мы отзеркалили аккорды, и, следуя логике негативной гармонии, мы получили аккорды, которые должны иметь ту же силу тяготения, но направленную не в сторону нашей тоники, а через зеркало в другую сторону. Например, в тональности до мажор противоположностью аккорду соль, доминант септаккорду, считается фа, минорный аккорд с добавленной шестой ступенью, или ре, полууменьшенный септаккорд. Теперь же с другой осью доминант септаккорд соль превращается в полууменьшенный аккорд от ноты соль. Он отражается через зеркало, преломляясь в другую сторону. Он проходит через зеркало, которое находится под наклоном. Хотя некоторые обозначения, которые мне пришлось записать, я нигде раньше не встречал, и они могут выглядеть странно или непривычно, но я старался без предвзятости записать то, что увидел. Также внизу страницы я вывел пример того, как отражается целая классическая аккордовая последовательность. Прогрессия, известная под названием «золотая секвенция». Твист этого видео в том, что все отраженные прогрессии так или иначе напоминают ту самую обычную известную прогрессию с четвертым минорным аккордом, вот этим. Еще один небольшой момент. Если в классической негативной гармонии принято считать, что септаккорды отражаются в аккорды с шестой ступенью, то в остальных поворотах оси я решил сделать везде септаккорды. Мне кажется, так удобнее их воспринимать. Тем более, что набор нот не меняется. Септаккорды — это и есть аккорды с шестой ступенью, только в другом порядке нот. Разработка иллюстрации к этому видео позволила мне увидеть такие закономерности, на которые бы я просто иначе не обратил бы внимания. Каждый мажорный аккорд связан с каждым другим минорным посредством одной из 12 осей. Согласно логике этих разных отражений, любой доминант септаккорд, например, можно заменить на любой другой полууменьшенный септаккорд, потому что он будет являться доминант септаккордом отраженным от какой-либо из этих осей. И, соответственно, мажорные септаккорды, минорные — то же самое. На практике я вижу два способа применения: заимствование аккордов и модуляция. В первом случае мы берем один аккорд, новый, в нашу тональность, а во втором мы модулируем полностью в совершенно новую тональность. Выбираем тональность, из которой мы будем модулировать. Выбираем тональность, в которую мы модулируем, и ось, которая даст эту модуляцию. И смотрим, какие трансформации она нам дает. А что если в этой концепции оси важнее и фундаментальнее, чем тональности? То есть мы сначала выбираем ось, и относительно нее смотрим, во что же преображаются все существующие ноты, аккорды и тональности. Скорее нет, тональности первичнее осей. Сначала выбирается тональность, и затем под нее подбирается ось. Хотя может быть действительно два взгляда: от тональности и от оси. Идя от тональности, мы сначала выбираем тональность и смотрим, какие оси что дают. Идя от осей, мы сначала выбираем оси и смотрим, в каких тональностях что происходит. В схемах отражения конкретных аккордов можно смотреть не только на то, куда отражается каждый аккорд от каждой оси, но и на то, как можно получить его из любого другого аккорда. То есть это противоположная логика. Либо мы из первого известного нам аккорда попадаем во второй и узнаем, какой он, либо из второго, который нам известен, смотрим на первый. Отражение аккордов тональности. Аккорд первой ступени в минорной тональности, из которой мы модулируем, становится аккордом первой ступени в тональности, в которую мы модулируем. С септаккордами то же самое, только с одним различием. Если изначально
мы получаем септаккорд, добавляя к трезвучию ноту сверху, то, отражаясь, эта нота становится самой нижней. Получается, что к нашим аккордам мы добавляем терцию снизу, что понижает число номер ступени на 2. Первый аккорд становится четвертым и так далее. При этом все аккорды по характеру, большие мажорные септаккорды, малые минорные, остаются по тому же принципу. Септаккорд первой ступени старой тональности – это четвертая ступень новой тональности. Септаккорд второй ступени старой тональности – это септаккорд третьей ступени новой тональности. Септаккорд третьей ступени старой тональности – это септаккорд второй ступени в новой тональности. Четвертый превращается в первый. Пятый в седьмой. Шестой остается шестым, только в новой тональности. И седьмой отражается в пятый. Столбец с модуляциями. В этом столбце слева перед знаком равенства записаны ступени аккордов в старой тональности. А после знака равенства записаны эти же аккорды под такими номерами ступеней, какими они были бы относительно новой тональности. Этот столбец я писал постфактум, смотря какие аккорды и тональности получаются. Не знаю, можно ли иначе, руководствуясь этой логикой. Дополнительные вещи, которые я бы хотел сказать, но которые не вошли в основные разделы. Существуют оси, в которых второстепенные аккорды переходят в свои противоположные состояния. Например, вот в этом случае в тональности до мажор аккорд ми минор становится аккордом ми мажор, хотя он вообще здесь не главный. Если посчитать, какие движения должны совершить ноты или голоса каждых аккордов в негативной обычной версии или в версиях с другими поворотами оси, то совпадут ли они? Даже в классическом повороте оси не все они совпадают. Может быть, во всех тональностях совпадает сумма значений этих притяжений. Но в целом я не нашел здесь никаких закономерностей. В этих странных прогрессиях типа 3, 7, 4 нет ничего странного. Подумайте вот о чем. Если обычная прогрессия дает четкое, ясное, направленное разрешение в тонику, то ее негативная версия как раз таки не обязана звучать завершенно. Возможно, это и правильно, что эта прогрессия звучит неоднозначно. Вот эти вот списки с формулами имеют смысл только если мы плюс-минус придерживаемся принципов тональной музыки, то есть планируем оставаться хоть сколько-нибудь долго в одной тональности. Вообще, по моему мнению, для создания какого-либо настроения, какого-либо звучания важно не столько придерживаться правил тональности, ее локальной системы координат, ее ступеней, сколько использовать аккорды конкретных типов. То есть, например, если сыграть подряд по квартоквинтовому кругу все 12 больших мажорных септаккордов, то мы получим очень характерное звучание этого типа аккордов, которое создается за счет постоянных модуляций, постоянных смен тоник, но при этом сам характер, сам тип аккорда мы не меняем. Я смотрю на эти обозначения аккордов, и для меня они выглядят переливающимися цветами. Негативная гармония – это одновременно самый переоцененный и самый недооцененный концепт в музыке, который получил популярность в последние 10 лет. Даже когда Джейкоба Коллера в интервью спросили, как можно применить негативную гармонию на практике, он не смог ответить сразу. И в итоге сказал, что это просто еще один инструмент в арсенале для сочинения музыки и еще один интересный философский взгляд на музыку. Какой вывод я могу сделать
по окончании этого видео. Негативная гармония для меня оказалась гораздо более многогранной концепцией, чем я представлял до начала работы над этим видео. Конечно, можно сказать, что это всего лишь очередной рядовой инструмент в арсенале музыканта для сочинения и для импровизации, но все же я считаю, что его можно по-настоящему использовать на практике. И также все иллюстрации, показанные в этом видео, все упомянутые материалы я опубликовал в своем телеграм-канале в бесплатный, открытый, свободный доступ, и вы можете прямо сейчас перейти туда, подписаться и посмотреть их всех, изучить эти трансформации, как они работают, какие у нас сочетания получаются с помощью этих трансформаций. В общем, всем удачи, всем спасибо, всем пока.